Книга 12. Тао. Путь Вознесения. История вознесения человека в четвертое измерение. Когда после смерти великих мастеров, красные ложные боги получили их информацию, они обрели сведения о вознесении. Есть два типа вознесения, которые исторически происходили на Земле в рамках человеческой грезы. Первая форма вознесения ведет к развитию четырехмерной биологии и реальному вознесению в следующее измерение. Вторая ведет к повышению темпов роста постоянно увеличивающегося нефизического поля, которое раздувает души, действующие вне возносящейся формы. Земля предпочла дать название второй форме вознесения как ложное вознесение. Информация вознесения была распределена среди красных ложных богов неравномерно. Некоторые получили доступ к информации, охватывающей биологические изменения, став при этом богами, которые со временем вознесли свои племена красных людей в четвертое измерение. В число таких богов вошли Будда, Гуаньинь и Тот. Есть записи реального четырехмерного вознесения, происходившего под руководством этих ложных богов в разные периоды, среди обеих человеческих групп, как на поверхности Земли, так и во внутренней Земле. Одно из последних вознесений на поверхности Земли, которые происходили под руководством Тота, включали в себя вознесение народа аназацев на юго-западе США, вместе с народами майя и инков в Мексике, 2008 тысяч человеческих лет назад. Ложный бог Будда вел последнее известное человеческое вознесение на Востоке, которое также известно под именем Будда. Вознесение Будды было неполным. Будда появлялся и жил какое-то время на поверхности Земли, собирая вокруг себя последователей и пытаясь обучить народные массы другому способу бытия. Фактическое вознесение Будды происходило во внутренней Земле, и в сравнении с предшествующими вознесениями являлось самым неполным, после которого осталась вся его спина. Шрамовая ткань от этого вознесения может быть зарегистрирована в потомках Будды. Многие возносящиеся посвященные, кто имеет прямую родословную к Будде, в настоящее время исправляют в текущей жизни то, что в его вознесении шло не так. Существует запись о происходивших многовых неизвестных вознесениях под руководством Гуаньинь. Остальные ложные боги, Солярис, Сананда, Шива и Рама, не обладали всей информацией о биологическом вознесении. В той степени, в которой четыре красных ложных бога и белые ложные боги создали ложное вознесение, что в последующем приводило к ядерному уничтожению на поверхности Земли, три других красных ложных бога возносили группы людей в четвертое измерение. Четырехмерные люди вознеслись в значительный мир и единство. И в результате работы трех богов, большая часть цивилизации внутренней Земли является четырехмерной. К сожалению, такое стечение обстоятельств неизбежно вызывало противоположный полюс человеческого выражения на поверхности Земли – крайнее разрушение, которое привело к 3 периодам ядерного уничтожения за всю человеческую историю. Человечество представляет собой единый вид, независимо от наземного или подземного проживания, и вознесения в рамках крайней полярности. У каждого будут представлены противоположности обоих полюсов полярности. Земля должна вознестись как целое. И это включает в себя не только внутреннюю Землю, но и все виды жизни на ней. Если внешняя Земля не будет возноситься вместе с внутренней, то никто не достигнет успеха, а Земля воспламенится, когда попытается войти в великое центральное Солнце. Люди внутренней Земли приходят к пониманию такового. Увы, ложные боги Будда, Гуаньинь и Тот были нерезонансными с выбором возноситься со всей Землей. Они предпочли далее продолжать действовать в рамках крайней поляризации тьмы на поверхность Земли. Советы, наблюдающие за человеческим вознесением внутренней Земли, отстранили 3 ложных красных богов из-за постоянно чинимых с их стороны препятствий для вознесения. Увы,
Эти ложные боги переходили к внешней земле, только для того, чтобы продолжать вести свою игру. В течение долгого времени, Людмила и Райза работали с упомянутыми тремя ложными красными богами в начальном эксперименте вознесения в своей организации. Со временем, война между красными и белыми ложными богами прорвалась в их школу. Эти нефизические враждующие факторы принесли столько много вреда, что Людмила и Роман закончили раковым заболеванием после потерпевшего крах конклава мастеров 2000 года. После этого, Райза посоветовала не продолжать работу с красноречивыми ложными богами, ибо доверять им было нельзя, как и ожидать того, что они прекратят воевать друг с другом, принося тем самым вред школе. К сожалению, это не положило конец войне. Война перешла в другие группы, которые затем использовались сложными богами в бессознательном, чтобы по ходу дела совершать нападки на Людмилу и Романа, и других членов их организации, и организацию в целом. Со временем, были приняты методы, решающие задачу преодоления подобного вреда, где использовалось противостоящее движение энергии, которое аннулировало идущие на них удары. В значительной степени, решать данную проблему пришлось данной группе, но в противостоящей позиции красные и белые ложные боги вознамерились воплотить план еще более вредоносной тактики злоупотребления. В связи с этим, Земля и Солнце решили всецело удалить как красных, так и белых ложных богов из человеческой грезы. Причина для этого проста: они только и делали, что служили препятствием зарождению достаточного количества человеческих вознесений, которые позволили бы большему числу людей восходить в грядущих временах очищения. Такие души не могут расти или развиваться. Как красные, так и белые ложные боги в своих действиях только увековечивают свои разрушительные реалии, несмотря на красноречивые и вдохновляющие послания от них. Все это побудило Райзу обратить особое внимание на тот момент, что как душа, так и форма могут стать настолько нисходящими или объединенными в падении, что станут неспособны эволюционировать. Так обстоит дело со многими людьми с родословными рабов. Также это и для красных и белых ложных богов.